Дедушка Николай с внуками. Так, туризм. Арабские скакуны ждут пенсионеров молодых. Что я опоздился, да? Или как? Опоздал. Опиздился. Пиздился. Что ты опиздился. Пиши. Внука привезли на спасение, воспитание и обучение. Вот как живут пенсионеры на Красном море, дорогие друзья. Вы меня спрашивали, высылаю вам видеоотчет. Дедушка Николай с внуками вот здесь вот. Дедушка Николай, скажите несколько слов. О чем? Держите. О чем? Ну вот, Что ты красавица? Мы и так все знаем. Тебя и так все знают. Тебя и так все знают, что ты красавица. Что ты самая фигуристая тут женщина на пляже. Что за тобой все мужчины смотрят. Все головы по шее посворачивали. нет, давай серьезно. Серьезнее не бывает. Давай серьезно. Как вот Серьезнее не бывает. как у вас проходит день? Ой, какой день. Вот играем. Это у вас каждое утро такое, да? А? Каждое утро начинается Разные. разное, да? Каждое утро, каждый день разные. Разное, да? Ну а как же? Как же? Если мы будем каждое утро играть в теннис, Николай, это будет перебор. Каждое утро нельзя шоколадку да, кушать, да, торт. да. Слушайте, а это самое, хорошо здесь пенсионерам жить на море? Я не скажу вам про всю Одессу, поэтому Да, Одесса слишком я велика. не знаю пенсионеру. Я не видел Не, ну вам никакого хорошо. пенсионера. Вы понимаете, что у меня задание от людей, скажем, уважительного возраста. У меня задание есть узнать, как живут здесь люди уважительного возраста. И я живу здесь нормально. Я живу здесь с перерывами, с наездами 20 лет. Да? Да. 20 лет, да? Ровно 20. Чем вы занимаетесь? Вечером вы изучаете политику, читаете книги. По возможности. В основном читаю. Читаете, да? Так, В основном читаю политику, и пусть занимаются профессионалы. Все эти диванные генералы и политики, все это не для меня. Да. Вот так вот дедушка Николай, вот его внук Марк, а это Маркус, это мой сын, черный. Да, мечта всей жизни сбылась. Так что вот так, видите, дедушка Николай в прекрасной форме физической, такой вот, здесь вот красота, цветочки, можно снять квартиры, пожить. У вас сразу пляж тут будет, ну таких мест много в Хургаде. Вот. Вот такая красота здесь, мои дорогие подписчики. Дедушка Николай, вы в эфире. Вот дедушка Николай делает мне кофе. 9 часов утра, я пришла на съемку. Пришла дедушка Николай. Он готовит кофе, сейчас к нему придет ученик еще. Так что вот так начинается день у дедушки Николая. Дедушка Николай, вам сколько лет? Мне? Да. Мне 74. А, то вы уже большой. Я уже немножко красавец. Дедушке Николаю 74 года. Вот. Дедушка Николай. Ой, дедушка Николай всегда для меня печенье покупает, рулетики. Дедушка Николай интересует красивые женщины. Дедушка Николай сказал, что его интересуют красивые женщины. А все остальное это прилагаю. Так, туризм. Арабские скакуны ждут пенсионеров молодых, красивых, жгучих. Не, это я попросила дедушку Николая рассказать что-то. Не, ну серьезно. А мы можем тут показать множество пар ну, если так- арабско-пенсионерских. Так серьезно люди спрашивали, серьезно скажи. Ну, серьезно. Серьезно. А мы сделаем репортаж, найдем эти
Все, пока. Какой интересный кадр, смотрите. Никогда не видела, чтобы босиком по пальмам лазили. Смотрите, какие у меня прянички, видите? Вот. Да. Это рулеты. Рулеты специально для тебя покупаю. Сейчас я покажу. Вот так вот я всегда прихожу, тут на подносике все. Дедушка Николай делает угощение, вот для меня. Да, плохо, что ты алкоголь не употребляешь, а то мы могли бы и гульнуть. Не-не, я же не пью алкоголь, не Да, употребляю, да. я знаю, что ты не пьешь. Я знаю, что ты не пьешь, поэтому я и говорю, что нам не придется с тобой гульнуть. Нам все. Дедушка Николай, все то, что вы говорите, будет в Ютубе. Ну и что? Не, ну ничего, правильно. Не, хорошие вещи говорите. А что в YouTube? Что такое YouTube? Подумаешь, YouTube. Правильно. Я сам себе YouTube. Да. Сам себе режиссер, сам себе YouTube, сам себе, Вкусно. как в этой песне. Сам сплю, сам лягаю, сам встаю и так далее. А по-русски женщины, одинокие женщины говорят: я и баба, и мужик. Я корова, я и бык, я и баба, и мужик. Вот так русские женщины себя одинокие представляют. Не на кого положиться, поэтому они так и говорят. И так живут бедные многие. Так, чай, сахар, кружки, поварешки, ложки. Дедушка Николай, Да. что вы кушаете на завтрак? Как правило, яички отвариваю, хлеб с маслом, Да? хорошим маслом. Хорошим маслом. Потому на хорошее масло тут надо поискать. Хорошее качественное масло. Чай. Вот весь мой завтрак. Марка, как получается? А обед? Фрукты. Фрукты у нас всегда в доме изобилие. Молодец. Вот, кушает овощи, фрукты. В школе их кормят, да? В школе что-то кормят, но я ему постоянно даю Что карманные деньги. А, Вот. Сегодня у него продленка, поэтому у него сегодня 70 фунтов. Потому что что-то утром купить, что-то... Я разное готовлю. Но у меня сейчас, когда живет Марк со мной, я уже подстраиваюсь под него. Вот. А супы он не ест, поэтому суп я плачу в школе за обеды, суп он ест в школе. Поэтому готовлю, что ему нравится. Он в основном кушает макароны, ему нравятся итальянские длинные, с мясом. Он вообще человек, любит мясо. Мясо. Сыр не такой, он мне говорит, натуральный, твердый сыр, чтобы был. Вот. Овощ. После студии он там петь будет час. Вот. А так 40-50 фунтов. Он парень очень хороший, он со всеми делится. да. Да, поэтому 40-50 фунтов в день, да? Это карманные деньги. 1,5-2 доллара. Это карманные деньги он должен иметь какие-то. Он себя чувствует себя по-другому. Чем дети будут что-то кушать, какие-то там сладости, а он что будет смотреть на них и слюнки глотать, поэтому ему нужно тоже. Ну да, верно. Сколько лет вы живете в Египте? Что? Сколько лет живете в Египте? С наездом и с перерывами в Египте 20 лет. Ваш внук в каком классе? Нулевом.
Нулевой только, да? Да. А, ну то видите, то еще 10 лет вам нужно бегать как тинейджер, как Ну, подросток. 24 часа он меня я у него под контролем. Держит в тонусе дедушку Николая. Да, а у меня есть еще внук Григорий, который на 3-м курсе академии, финансовой академии при правительстве России, отличник, очень успешный, молодой ученый. На английском языке пишет статьи, на английском языке доклады. Очень перспективный, очень умный внук. Ваша жена и дети в Москве, да? Да. Вот. А внука привезли вам как бы как школьника, чтобы вы занимались им, да? Внука привезли на спасение, воспитание и обучение. То есть в первую очередь нужно было его и заниматься будем это оздоровление. Это ученик пришел. Долго с меня сцепляла свою технику. А, да. Ученик пришел, Извините, Павел. что я опоздился. Могу я это так Это ты сказать? ей говори, а мне чего? А, да. Она же берет интервью в тебя. Да, мы тут уже кофе попили, побеседовали. Она же тебя берет интервью. Садись поближе. Чай есть, сахар. О, это так начинается урок у вас, да? Не, у нас нет урока. Ну, еще нет, У нас нет урока. Я не учитель, он не ученик. У нас есть беседы А, по углублению Русского языка, и да? пониманию русского языка. Я же тебе рассказал только об одном слове горе. Что такое горе, мы говорили всё полчаса. поняла. Ну присаживайтесь, давайте, присаживайтесь. Правильно? Вот так вот живет дедушка Николай. В 8 часов отправляет внука в школу, готовит обед, дает уроки русского языка, а потом ведет своего Марка на теннис. А где вы родились? Ну, в Чехии. В Чехии родились? А как вы на русском разговариваете? Ну, я учился в школе, но я А забыл. Павел, это что? Это имя какое, Павел? Имя? Что я опоздился, да? Или как? Опоздал. Опиздился. И пиздился. Что ты опиздился. Пиши. Ты опоздался. Что я опоздался. Изучение русского Дедушка языка. Николай, сколько вы тут живете, уже не выезжая? 3 года. То есть... Я встретил... 3-5 лет. Много. А, да. Я говорю, талия – это часть тела. Ага. Между тазом и ребрами. У меня талия 120 сантиметров, у Софи Лорен было 57. Не знаю сколько. Это есть возможно, так как ты это знаешь. Ты говорила, у Шер, певицы Шер, она даже ребра себе удалила. Было, да, Да, вы так все изучаете, сколько у кого талия была, да? Нет, это мы так в беседе, углубленное изучение русского языка. Что такое талия? Талия – это часть тела между тазом и ребрами. Ага, ну да. Я вам это скину, я вам это перешлю. Я сказала. Вот. Она бывает хорошая талия, которая хочет, вот мы и говорим, при хорошей талии хочется обнять. Могу я 2 ложки Да хоть 3 цукра, цукра, давай цукра, сахар. или сахара. Сахар. Да. 2 ложки сахара. Да, 2. можешь и 3, и 4, да. 1. Меня это, Ван. меня Марк говорит, мне 3 ложки и считает. Так, у меня есть варенье, мед. Есть мед у тебя? Да, мед есть, варенье есть, у меня А что все это варенье? Варенье есть. разное. Это фрукты с сахаром, А, так. варенье. Это есть для русских, да? Да, да. Это у нас нет, это есть такие обычаи. Почему? У вас все есть, и варенье это я покупаю здесь, я же с России не везу. Да. Да. Не знаю, что это, поэтому я... Поэтому- Я мед знаю, да, мед я Дедушка люблю. Николай, вы у меня на привязи, давай, бери. Ничего. Ничего, нормально, давай. А так я скажу, поэтому телефон, номер моего Во. телефона. Так это Во. что... А, так, это завозение. Это, а ты говорил варенье. Это джем. Это есть написано здесь джем.
A to je по-русски это? Поварение, как сказал. Вот, видишь? Варенье. 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 А вот и мед. Знаешь, с чего мед тут? Нет. Я тебе покажу. Что это за цветок? Мне кажется, клевер. Moment, já to na honey black seed. To je da black seed. To нет написано там в английском языке. Takovo. Да. Это есть. Ну и что там? Не. Там не только есть. Это есть написано мед. Мед. Мед, а ничего другого. А мне кажется, что он Useful to anemia and rich in iron, yes, calf, and add the vital force to the human body. No, that is no. Не. А так варенье. Варенье. Заварено. Вот. Это варенье Делаешь? ежевика. Варенье с ежевики. Видишь? Ягода такая. Ежевика. У тебя на даче растет ежевика? Ежевик. Ежевика. Один. Ежевика. Одна. Да, она женского рода, да. Но ежевик. Нет, ежевик это уже мужик. А Ежевика. ежевика это Ежевика, женщина, да. Углубленное изучение русского языка у нас, Варенье, да, по-серьезному, не по-детски. Ежевика. Да. Для кого-то счастье бутылка водки, для кого-то счастье, грубо говоря, трахнуться с арабским скакуном. Ох, был у меня секс. А для кого-то счастье, вот для меня в данном случае счастье видеть своего внука, веселого, красивого, который во мне видит защиту, опору. Через пару лет он наконец со мной опять видит. Каждого свое счастье. Дедушка Николай, последний вопрос. Вы когда купили квартиру? В каком году? 10 лет назад. 10 лет назад купили недвижимость. Счастливы, что у вас есть недвижимость тут? Я счастлив, что в этой недвижимости могут отдыхать, набираться сил мои внуки. Ну вот, видите как. Поэтому как бы люди и стремятся купить здесь квартиры, потому что есть место, куда приехать и действительно Ну нельзя восстановиться. путать, есть такая русская поговорка, нельзя путать Божий дар с яичницей. Виктория, в интервью был вопрос, что я готовлю. Можешь включить мой фирменный омлет с сыром, с овощами, которым я тебя угощал. Также можешь включить рыбу, которую я тоже вас угощал. Какой интересный кадр, смотрите. Никогда не видела, чтобы босиком по пальмам лазили. Деда, Ты видишь, он порезал. Ну надо же какой он. Да поищи. Ух ты, как романтично. Это мой друг, потому что я ему 10 фунтов дал. Супер, давай спускайся. Смотрите, как классно. Боже мой. Так что, дорогие друзья, мастер-класс, как лазить по пальмам. Видите, там такие есть такие отверстия. Ну, она срезанная пальма, получается, вот можно зацепиться. Ух ты! Никогда не видела. Ну, шикарно. Шикарно. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока, до скорых встреч!